Не, он не к нам бежит. Да сколько их вообще? Там вообще кто-то остался? Прямо вот на коврике на поде. Да? И как-то получилось. Я не понял, это вроде как-то не туда вообще. Вот, что-то нашла. Надо было мне пойти вперед. Вот что-то. Сегодня у нас запланирован поход. Ну, у нас это сильно сказано. Уже довольно длительное время мотором многих наших планов является Светлана. Лекции по литературоведению, экскурсии по Старому Банско, поездки и походы по интересным местам, которыми так изобилуют окрестности Банска. Но охота же людям возиться с нашим братом-пенсионером. Ну, слава богу, что охота. Ну, а сегодня вот крепость на горе Сетан-Кале. Логистический план похода действительно носит корректировки. Наше желание приобщиться в прямом смысле к высокому натолкнулось на желание организаторов провести так называемый байкфест. Этимология этого слова мне не совсем понятна, но судя по тому, что участники этого дела все вот пронумерованы, все это похоже на соревнования. А мы, хотя и поддерживаем любой кипиш в нашем городе, вынуждены из-за этого на 2,5 километра удлинить наш маршрут, поднявшись пешком по Ски-Роуд к точке начала тропы до крепости. Однако нет худа без добра. По пути все участники так или иначе знакомятся и на неизбежных остановках для короткого отдыха получают необходимую информацию о цели нашей прогулки. А я, учитывая, что этот ролик посмотрит еще как минимум пара человек, кроме, собственно, участников этой прогулки, коротко повторю ту информацию, которую все мы услышали от Светланы. Поздней античной и средневековой крепости. Основана она была римлянами. Потом, когда Римская империя разделилась на западную и восточную, эти территории все автоматически отошли к восточному. Итак, Сетан-Кале. Древняя крепость, расположенная на труднодоступном отроге Пирина. В том, что он труднодоступен, я в этом убедился лично. В нескольких километрах к юго-западу от Банска, на высоте примерно 1300 метров. Название состоит из турецкого слова «кале», означающего крепость, и более древнего слова «сетан», точное происхождение которого до сих пор не установлено. В старых источниках и местных преданиях встречается также название Стана-Кале, Сатан-Кале, Сетан-Калеси и Калята. Первые поселения на этом месте появились еще во II веке до нашей эры, а наиболее мощные укрепления были возведены в позднеантичную и средневековую эпоху. Ну, вот это, собственно, коротко об истории. Практически, пока мы ползли наверх, меня в перерывах между одышками мучила неотвязная мысль. Но все-таки странные люди жили раньше. Крестоносцы и славяне, авары и турки, византийцы и еще много кто с маниакальным, достойным лучшего применения упорством лезли на эту верхотуру для того, чтобы получить сомнительное удовольствие после многомесячной кровавой осады воткнуть свое знамя в дымящиеся остатки стен. Он нас посчитал. Но мы все-таки наверху. Археологические раскопки говорят, что толщина крепостных стен достигала тут 2 метров, а по углам находились оборонительные башни. Само укрепление контролировало путь через Пирин, между долинами рек Места и Струма. Судя по всему, это действительно так. Ну, сейчас этому помешал бы лес, но тогда его, конечно, не было. А так вид здесь вообще отличный. Исторические хроники, вообще-то, называют это место замечательным городом. И найденные тут монеты, керамика, оружие, украшения и даже ключ от крепостных ворот свидетельствуют, что здесь существовало крупное военно-гражданское поселение площадью примерно 1 гектар, неоднократно, впрочем, разрушавшееся.
Сейчас, глядя на эти начатые и заброшенные раскопки, в это трудно поверить. Думаю, все эти стены лучше бы сохранились под землей. Ну а если серьезно, место исключительно интересное. Дойдут у государства руки раскопать этот гектар, и Болгария получит достойную туристическую точку. Мне же остается только поблагодарить Светлану за эту прекрасную прогулку, а всех досмотревших этот ролик до конца пригласить на следующую встречу на канале. До свидания.